Солнце встает, и мы встали. Кофе, завтрак и в путь. Котики бегут. Лифт приехал, поехали. Алиса, что жуешь? Скажи доброе утро. Первое, что мы решили сделать в Могане, это подняться на смотровую площадку. Вот это все мозаика. Маленькая набережная и очень красивый яхт-клуб. Тут вода прозрачная. Как-то скумбрию или селедку похоже. Ага. Здесь очень много кафешек разных, таких небольших, уютненьких. После пляжа вернемся сюда. Встали, но смотрим, все стоят. Даже не видела этот знак, как я его проехала. А, ну фигня, 8 евро. Эта будка по своему внешнему виду похожа на наш Плая Амадорос. В общем, если вы хотите тишины, стихии океана, волн большущих, вам не сюда. Мы еще немного побудем у океана и поедем домой, возможно, покупаемся в бассейне, да? И это шикарное место, галька, камни, уединенность. 8 часов утра. Всем доброе утро. Мы поднялись. Холодно, высоко в горы. Едем по серпантину. Здесь остановились на таком мирадоре Венигуэра. Едем мы на очень дальний пляж. Ехать километров 20 еще осталось. И пляж называется Ла Алдея. А чем он известен, я вам покажу попозже. Мы покажем. Здесь есть 4 точки, на которых можно остановиться и посмотреть вид вниз. И, в принципе, здесь можно просто остановиться, посмотреть и поехать дальше. Ну, мы так и делаем, да? На Гран-Канарии сотни мирадоров, вы можете даже заранее не гуглить. Едете, увидели карман, остановились и любуетесь красотой. Я что не поняла, мне кажется, кто-то занял мое место. Да. Давай выходи, Алиса, назад, едем, все. Давай выходи, еще мне сейчас накрошишь тут. Это шоссе GC200, очень живописно. Канарские деревушки, горы, ущелья и серпантин. Неподалеку есть одно место, которое вы можете увидеть только в нескольких точках мира, и одно из них Гран-Канария. Это цветные скалы. Такая расцветка вызвана процессом гидротермального изменения и окисления. Природа вообще лучший мастер, да? И если будете ехать в сторону Алдеи, сделайте там остановку. Единственный минус — мало места для парковки. Вот уже видна эта скала цветная, такая зелено-розовая. Мы рано встали сегодня, и вот буквально навстречу пару машин встретили. Вообще пусто в горах, мы одни на серпантине, поэтому я думаю, что затруднений с парковкой в такое время утреннее точно не будет у вас. Но мы не будем делать остановку, потому что у нас время сегодня очень рассчитано, и мы поедем дальше. Просто вот сейчас проезжаем мимо, я вам показываю эту красоту. А здесь волна. И вот, собственно говоря, этот пляж, ради которого мы ехали. И сейчас мы спустимся и пройдем через туннель и выйдем на него. 9 часов утра, но на пляже вообще ни одного человека. И это классно. А я могу зато из камней пирамидку построить. Молодец. Такую лопату взяла с собой огромную. Что ты там собралась копать? Там галечный, видишь, каменный пляж. Мы сейчас находимся в туннеле, который выходит на Плая де Алдея. И это очень так необычно. Пляж мне нравится. Здесь можно любоваться стихией океана. Выходите туда. В туннеле вода. Я так думаю, что сюда просто зашла волна, когда был прилив. Сам городок небольшой. Здесь даже есть несколько ресторанчиков. И что интересно, сюда редко доезжают туристы. Совсем рядышком есть небольшое озеро, и каждый год 11 сентября там проводят фестивали. А еще на пляже для удобства сделаны вот такие вот большие деревянные лежаки. Да, такие помосты, где можно вещи оставить, либо просто полежать. Камни большие на пляже.
Огромные валуны. Вот, кстати, на всем пляже еще одна девушка. Сейчас спустилась, она бегала и, видно, с утренней пробежки хочет окунуться. Много котов, вальяжно греющихся на солнце. Мокро, темно, скажи, да? Мы с Алисой идем на разведку, что же на другой стороне туннеля. Осторожно. Здесь такой же пляж с каменюками. Мы завтра улетаем. Сегодня, по факту, наш последний полный день на Гран-Канарии. И почему мы приехали сюда, через горный серпантин? Вот хотели побыть на таких пляжах, безлюдных, спокойных. Я здесь получаю какое-то умиротворение и уединение. Но сейчас мы по этому же серпантину вернемся в наши места, в наш же комплекс. Возьмем Аню, она осталась дома сегодня. И переедем на Анфи. Там набережная, цивилизация, много баров, ресторанов. Так же шумно, как в Пуэрто-де-Могане, в котором мы были в прошлом выпуске. Ну, и там уже будем. Просто дети покопаются в песке, отдохнут. Алиса. Да, мы посидим где-то, может, в кафешке какой-то. Проведем так вот наш последний день. А мы сосиски не взяли, нечем нам тебя покормить. Хлеб ты не будешь. Нет. Это просто стена из камнев. Если уйти дальше в горы, проехать еще километров 10, там будет Мирадор дель Балкон, смотровая площадка со стеклянным дном. Очень интересное место. Мама, Да, сейчас, Алис. сколько нам по минутам осталось? Я не знаю, я просто хочу сейчас снять дороги немножко показать. Да, Там ущелье. водитель, ты должна знать. Мама, ты же водитель, ты должна знать. 25 километров нам осталось. Сделали на минуточку остановку. В кармане хочу вам показать вот эти цветные скалы. Зеленые, красные, такие переливающиеся. Розовые. Там есть ресторанчик, кафешка небольшая. И эта природа создала такое цветное чудо. Многие останавливаются, чтобы сделать фотографии там и побродить. Но мне кажется, именно с этой точки открывается более лучший вид, чем когда ты вплотную стоишь к этой скале. Когда приходит пора возвращаться домой, задумываешься, почему так время быстро пролетело. Отдых, наверное, всегда быстро заканчивается. Я вот думаю, почему я на неделю взяла только билеты. Надо было хотя бы дней 10 здесь побыть. В следующий раз учту. Забежим домой, пообедаем и поедем на классный пляжик. А сколько нам? До вечера уже будем на этом пляже. Сколько ехать будем? Ехать 10 минут. Для меня пляжи юга Гран-Канарии, они все похожи, потому что это, как правило, желтый привозной песок с Сахары, который баржами везли, и такое, волнорезы, закрытые бухты. Приехали на Анфи-Бич, вот такое вот местечко. Мы пришли на пляж, и здесь очень много людей. Сейчас будем кафе. Ляжем на подстилки, да, идем туда. Песочек белый, водичка такая бирюзовая, но народу... А давай здесь. За все эти 6 дней мы очень сильно сгорели, поэтому теперь вот я хожу в полотенце и пока плавать не хочу. Потому что у меня все плечи и лицо уже полностью красные. У Алисы тоже, но мы ездили с закрытым рукавом, вон она там. Холодная вода, Алис? Или нормальная? Холодная? Пляж очень красивый, водичка бирюзовая, песочек такой нежный-нежный и пальмы. Самая красота здесь это в этих пальмах, но очень много застройки. Отель на отеле, бары, рестораны, кафе, шумно. И, конечно, хотелось бы, чтобы кусочки диких таких мест, да, кусочки природы оставались дикими, без цивилизации. И вода, кстати, сегодня прям очень хорошая, если привыкнуть, то можно спокойно плавать. Даже вот мы сидим, снимаем, и нас просят волной Алиса, замок. Здесь в начале пляжа всякие активности, бананы, плюшки, катамараны. Да, я очень хотела на сабборде. Да, без жилета не разрешили. Короче, 1 час 15 евро. И сейчас мы покажем, где можно заплыть, а где нельзя. Ну давай. Садись. Сейчас ты привыкнешь немножко, поймешь, как им управлять. Так, я за тобой не поплыву, если ты не сможешь назад вернуться. Сразу говорю.
Ну все, давай пробуй. Мы с Алисой на берегу будем ждать. Последний раз мы с Таей в Омане плавали на сапах. Вот такие катамаранчики еще здесь можно тоже взять. Все, Тая уже поняла, как управлять. Хочет выплыть по этому каналу вон к тем лодочкам, которые там стоят. Алису одели, скажи, да? Потому что вообще спина краснющая. По загруженности пляж, конечно, очень такой забитый. Лежат практически друг на друге. Ну, такое, бе. Из плюсов очень хорошее дно, песочек мелкий такой, чистая вода. Осталось 12 минут у тебя. Алиса уже тут залезла. Ты все уже не будешь сдавать, да? Ну, я хочу чуть-чуть, но они мне не скажут, что будет. Скажут, потому что тебе не разрешили жилет снимать. Что, ты зайдешь? Давай, я тебя подвезу. Ты же с печеньем уже дожуй тогда, наверное, да? Вдоль пляжа идет небольшая набережная, пальмы высокие, цветы, магазинчики сувенирные, бары и рестораны и очень-очень большое количество людей. Покажу вам цены в заведениях. Меня часто подписчики мои просят, чтобы я показывала такие моменты, особенно те люди, которые сюда собираются. Ну так, я бы не сказала даже, что они завышенные, да, вот паста 10,95, 12 евро. В принципе, цены адекватные. Ну, что я могу сказать? Цены как цены. В принципе, как везде. На Канарских островах, как на Тенерифе, я не вижу особой разницы. Не дешево, но это Испания. Ну, так везде. Очень много итальянских ресторанов и есть детское меню. Бары, ресторанчики, и здесь еще есть большой магазин Spar. Сейчас зайдем, посмотрим, что там, мороженое детям. Сейчас вернемся в наши апартаменты, будем чемоданы собирать, вещи, потому что завтра мы очень рано выезжаем из дома и хочу с вечера все сложить. Это пляж возле нашего комплекса, мы вышли прогуляться. Классно здесь. Природа, стихия океана. Я очень люблю такие места пустынные, свободные. Дети строят пирамидки из камней. У кого будет красивее пирамидка? Алиса любит выбирать. Все, красота, страшная сила. Очень красивая пирамидка у тебя. Идем? Все? Да. Все? Наш последний вечер на Гран-Канарии. А завтра мы улетаем. Будем возвращаться домой в Украину.